Одесса, Аркадия, 31 августа 2024 года. Всем большой привет из вечерней красивой Аркадии. Сегодня последний день лета, и мы, как и большинство жителей города и гостей города, не удержались, чтобы не приехать в одно из самых курортных мест города Одессы летом. Это в Аркадию. Да, идем посмотрим, как украинцы и гости города провожают этот последний красивый день. Ирина пошла впереди. Здесь сегодня так много людей, что можно потеряться. При входе на Аркадийскую аллею нас с вами встречают просто тысячи людей. И сразу мы задумались, неужели это конец? Неужели конец этого лета? И несмотря на веселье и улыбки многих людей, которых вы видите на улице, это лето было сложным для каждого украинца. С тех пор, как началась война, в этом году самое такое активное лето в Одессе, и город посетило в этом году просто огромное количество туристов, и это невозможно не заметить, когда идешь по улицам города. И сейчас по Аркадии. В комментариях под нашими видео иностранцы удивляются, как же украинцы научились жить такое сложное и страшное время с улыбкой на лице. А все просто. Это потому, что все мы нереально сильная и выносливая нация. Нас просто так не сломать, и мы это доказали. Августа уже было закрытие Ибицы, выступал Монатик, поэтому Ибица сезон уже закрыла, а сегодня последний день лета, ну и судя по количеству людей, видно, что одесситы пришли в Аркадию уже прощаться с летом. И не только одесситы, в основном это гости города. Посмотрите, огромная очередь. Все пришли, и знаете, куда стоит такая огромная очередь? Это очередь в ночной клуб Итака. Посмотрите. Огромное количество людей. Не знаю, пока все пройдут фейс-контроль, уже будет ночь и комендантский час, наверное. Естественно, у нас всех было очень много планов, но лето пролетело, и оглянуться мы не успели. Не все мы сделали задуманное, не все сбылось, о чем мечтали, но надеемся, что все у нас еще и у нас, и у вас впереди. Сегодня и мировоззрение, и отношение к жизни у каждого украинца изменилось. Все научились жить в настоящем моменте, потому что в стране, где идет война и где над головой летят ракеты, никто не знает, что с ним будет завтра. А сейчас главное не заплакать. То, что вижу у Ирины уже слезы. Мы надеемся, что следующим летом 2025 года, Одессу посетит еще больше людей, и которые будут приезжать в наш город и не бояться ни обстрелов, ни ракет, ни взрывов. Все у нас будет хорошо, и наконец-то у нас будет мир. Все будут счастливы, здоровы и живы. И все будет замечательно. І наше місто Одеса буде Україна. Кто-то разбил посуду, и это на счастье. Так.
Вот так, пройдя аллею Аркадия, выходишь уже ближе к трассе здоровья. Сначала выпил, погулял в Аркадии, а потом пошел на трассу здоровья, дошел примерно до Лонжерона и оздоровился. А вот очень известный ресторан в Одессе. Здесь можно покушать устриц, и смотрите, какое количество ракушек устриц. Здесь можно увидеть на фасаде здания ресторана. Их просто миллионы. В ресторане открытая кухня, поэтому можно даже понаблюдать, как здесь готовят людям ужин. Лодка над головой. Надеемся, цепь ее хорошо держит, и она не упадет на людей, которые стоят в очереди. Интересно, это очередь в ресторан, я так понимаю? Люди чего-то... Ожидание чего-то вкусного здесь, наверное, сейчас происходит. Ну а мы идем дальше. А вот эти устрицы, выкрашенные в золотистый цвет. О, можно посмотреть, как они живут. Здравствуйте, извините, а можно снять устрицы? А, спасибо. А вот так вот здесь обитают устрицы. Они живые и ждут своей очереди на ужин. Здесь чистая вода к ним льется, охлаждает их. Вот таким образом их набирают. А вот еще один известный ресторан в Одессе. Это ресторан Крым. Здесь невероятно вкусно пахнет мясом, потому что в ресторане Крым вкусные мясные блюда. И это видно по очереди, которая здесь образовалась. Видите, Одесса настолько многообразна, что здесь есть даже ресторан Крым. Не знаю, как нужно хотеть посетить заведение, чтобы стоять такую долгую, длинную очередь. Но, видимо, люди никуда не спешат, поэтому могут себе позволить. Можно посмотреть, какое меню в этом ресторане, потому что он действительно известный на весь город и за его пределами. Ну, кстати, цены очень даже хорошие, поэтому, наверное, люди любят это место. Мы решили спуститься к морю. И вас с собой приглашаю. И сегодня хочется показать, почему наше Черное море называют черным. Сегодня последний день лета. Наше Черное море решило показать себя во всей красе. Здесь фотосессия на фоне моря. Перед грозой оно выглядит действительно черным. На улице достаточно прохладный воздух, но не всех людей это пугает. В Одессе все как всегда. Кто-то тусуется, кто-то купается, кто-то отдыхает, кто-то просто смотрит и любуется нашими морскими пейзажами. Передаем привет из города Одессы, лицею «Гармония». Ура! Люди катаются на качелях, кто-то сидит в ресторанах, ну а кто-то дышит свежим морским воздухом. Пока в одной части Аркадии начинает кипеть клубная жизнь, переполнены рестораны, люди, которые любят природный отдых, наслаждаются видом моря. Ну а собаки тоже отдыхают на пляже. Море и Одесса прекрасны в любую погоду и в любое время года. А все потому, что Одесса — это не просто город, а это улыбка Бога. В Аркадии есть еще одна фотозона, такая природная. Здесь очень много туристов фотографируют. Здесь всегда все фотографируются. Хоть мы и сказали, что мы прощаемся сегодня с летом, но на самом деле в Одессе еще есть такое понятие, как бархатный сезон. И очень часто в сентябре замечательная погода, чистое море, мало туристов, и можно приехать и действительно отдохнуть для себя всей душой. Поэтому, кто не успел летом посетить Одессу, покупаться в Черном море и позагорать, то обязательно приезжайте. Welcome! Одесса всех ждет.
Наступает вечер, и Аркадия начинает играть новыми красками. А? Не, я замужем. Вот мужчина тоже хочет сфотографироваться. Передавайте привет всем из Одессы. А вы откуда? Город трижды герой центра вселенной Николаев. О, класс. Вот подойди ближе. Все передают с Николаева привет. Привет с Николаева. Как вам в Одессе? Отлично. Много иностранцев, сотни людей и сотни автомобилей из разных регионов Украины, переполненные рестораны и кафе, тысячи людей на пляжах города. Именно так прошло лето 2024 в Одессе. И несмотря на обстрелы, ракеты и ежедневные тревоги, несмотря на опасность в городе, люди приехали, потому что соскучились за прекрасным и любимым городом у Черного моря. Я снимала. Виктория. О, это самое любимое его имя. Смотрите, это надо сейчас А как зовут вашего друга? моего друга Моня? Очень одесское имя, да. А еще, как видите, мы познакомились с Моней, и когда начали его гладить, он реально прибалдел. Одесса известна во всем мире. И мы надеемся, что после войны все зрители, которые смотрят нас из разных стран мира, обязательно посетят наш город. Копите деньги. Одесса любит деньги, вам они пригодятся. Покупайте новые наряды. Мы вас всех с удовольствием будем ждать в нашем красивом, любимом многим морском городе. И мы уверены, что лето 2025 года будет просто замечательным. Пока-пока. Пока-пока и до встречи в следующем видео. Мы не прощаемся с вами до следующего лета. Всех целуем, любим, опять хочется плакать. Не плачем. Погода такая осенняя и настроение соответствующее. Очень жаль, что лето прошло, словно как не бывало. Только этого мало. Пока. Что вы думаете? Мы сейчас идем, а в Аркадии и в Одессе начинается дождь. Дождь смывает все следы, и грусть, печаль, и все беды. Сейчас идем, и дождь просто ждал, пока мы закончим снимать видео. Мы только закончили съемку, пошел дождь. Ну все, привет, завтра осенью. Плакать не надо. Красавчик. Одесса вечером превращается в еще более завораживающее место. Включаются подсветки, и отсюда действительно не хочется уходить. Все, в Аркадии наступила ночь, хотя по освещению и не видно. Кругом огни ночного города. Что, едем мы домой. Надеемся, у нас получилось хорошее и интересное видео. Спасибо, что остаетесь с нами, и надеемся, вам тоже очень интересно. Пока! Да, музыка.